другую сторону моря на велике. Очень здесь как-то мило и воздух чистый. Может быть, эта дорожка выведет нас к морю. Сегодня я взял с собой свой Бромтон и путешествую на велике. А причина этому то, что место, куда я пытаюсь добраться, оно слегка вне простой доступности от цивилизации. Поэтому велик. На велике должно быть вменяемое расстояние. Ну вот, кажется, я нашел пляж. Теперь надо найти завтрак. Что-то он довольно плохо виднеется в дымке, но там, короче, есть... Там идут скалы, и потом остаются две такие совсем... Несколько скал просто уходят в море. Это старые скалы Харри. Именно туда мы сегодня направляемся. Добраться туда еще предстоит проделать довольно приличный путь и перебраться через пролив на пароме. Если не считать температуру воздуха, такое ощущение, как будто ты где-нибудь на Майорке, в Испании. Потрясающе красиво. Юрское побережье. В общем, я добрался до переправы. Ждем парома. А позади меня еще огромнейшая очередь из машин, чтобы перебраться на другой берег. К счастью, если вы на байке, то можно без очереди. И всего стоит 1 фунт, чтобы перебраться на другой берег. Ну вот, перебрались на другой берег. Пойдем исследовать берег юрского периода. Чего я не сразу понял, так это то, что паром на самом деле передвигается по цепи от одного берега к другому. И цепь идет, цепь закреплена вот здесь вот на берегу. С той стороны там еще одна цепь. 2 цепи с 2 сторон. И он как бы двигается по цепи с одного берега на другой. Никакие волны не страшны. Кажется, эти пыльные дорожки не для моего Бромтона. Так как мы простых путей не ищем, в общем, я взял дорожку, которая идет типа что-то вроде по берегу. Дорожка, она вроде и предназначена для велика, но совершенно не для таких, как мой. Не знаю, несколько километров осталось. После часа где-то на дороге, мне кажется, мы где-то на финишной прямой. Ну вот они, старые скалы Харри.
Главное, мне сейчас на всей скорости с этих скал не свалиться. О, очень красиво. Вот они, true инстаграмные красоты. Сотни лайков, куча фолловеров, побережье юрского периода. Ну, конечно, очень красиво. Печеньки юбилейные закончились, зато есть fortune cookie. Понадеемся, что мы сегодня fortune, это то, что я не свалюсь с этой скалы. Integrity is the essence of everything successful. Нас ждет большой успех. Помимо всего прочего, там вдалеке еще виднеется Isle of Wight, остров Wight. Там я тоже еще ни разу не был, но мы туда обязательно как-нибудь доберемся. Солнце тем временем уже начинает садиться. Двину я, пожалуй, в сторону дома. Еще нам где-то 1,5 часа на велике, 2 часа на поезде. Далековато я сегодня забрался, но мне кажется, оно того стоило. В общем, оказалось, что можно взять автобус до самой железнодорожной станции Борнмус. Так что вместо того, чтобы пилить час на велике, я, наверное, сейчас возьму автобус и прокачусь с ветерком. Спонсор сегодняшнего эпизода – отличная британская погода в середине октября, или даже уже ближе к концу. Спасибо, погода!